Здравствуйте, дорогие любители вязания! Любуемся узором, который мы будем с вами сейчас вязать. Посмотрите, какой он замечательный, какой он необычный, не избитый. Я не встречала такой узор, ну вот где-то просто вот в коллекциях узоров, там где-то в книгах я не встречала такой узор. А увидела я его на днях в журнале «Сабрина» номер 3 за 2017 год. Этим узором связан там вот такой джемпер. Он привлек мое внимание, и я решила попробовать связать образец. И вот когда связала, то посмотрела, какой он, правда, интересный. Узор рельефный, узор плотный. Таким узором можно вязать не только пуловеры, свитера, но также любые плечевые изделия, как женские, так и мужские. Очень хорошо будет смотреться шапочка таким узором, пряжу, если взять потолще. Шарфы, палантины. Смотрите, узор по краям не заворачивается. У него довольно интересная изнанка. Ну, я считаю, что узор достойный внимания, и давайте мы его будем вязать. Я не буду вам ничего говорить про схему узора. Она будет перед вами. Схему я возьму из журнала. Она там достаточно понятная и четкая. Кому интересно, то может зайти к нам в группу и посмотреть описание этого джемпера полностью. А мы приступаем. Раппорт узора составляет 8 петель в ширину. Плюс мы набираем еще 9 петель для симметрии узора. Эти 9 петель мы делим. 4 петли у нас будет перед раппортом. Затем 8 петель раппорта. Когда вы вяжете большое изделие, вы набираете нужное количество по 8 петель. И 5 петель мы вяжем после раппорта. Набираем на спицы 19 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. 1 лицевая, 3 изнаночных. Это петли перед раппортом. Далее у нас идет раппорт узора. Делаем накид, 5 лицевых. Три изнаночных. И 5 петель вяжем после раппорта. Делаем накид, 5 лицевых. В дальнейшем я вам не буду говорить петли до раппорта, петли после раппорта. На схеме видно, где раппорт начинается, где раппорт заканчивается. Я буду говорить общее количество петель. Второй изнаночный ряд. 4 изнаночных. Следующую петлю снимаем, не провязывая, как изнаночную петлю. Нить, рабочая нить у нас перед работой. И сбрасываем накид. Петля вытягивается. Далее у нас будет 3 лицевых. Четыре изнаночных. И снова нить перед работой, снимаем петлю, не провязывая, и сбрасываем накид. Далее будет 3 лицевых, 1 изнаночная. То есть получается, что в изнаночном ряду мы петли провязали по рисунку, а петлю, которую мы в лицевом ряду вязали и делали накид, мы эту петлю снимаем, не провязывая, и сбрасываем накид. Третий лицевой ряд. 1 лицевая, 3 изнаночных,
Затем берем дополнительную спицу и вот длинную петлю оставляем на дополнительной спице перед работой. Далее делаем накид и вяжем 4 лицевые. Петлю с дополнительной спицы мы тоже провязываем лицевой. Смотрим, чтобы она не была перекрученной. Да, вот так вот. И вяжем не туго, чтобы не стягивать узор. Далее будет 3 изнаночных. И снова петлю оставляем перед работой. Она достаточно длинная, и вот ее можно просто без придержать пальцем, не брать дополнительную спицу, просто вот придержать пальцем левой руки большим. Делаем накид, провязываем 4 лицевых и петлю с дополнительной спицы, или вот которую мы оставляли перед работой, провязываем лицевой. Вот так. Четвертый изнаночный ряд мы вяжем точно так же, как вязали второй. 4 изнаночных. Снимаем петлю, не провязывая, на правую спицу, как изнаночную, нить перед работой и сбрасываем накид. Далее будет 3 лицевых, 4 изнаночных и снова нить перед работой, снимаем петлю, не провязывая, накид сбрасываем. И у нас будет 3 лицевых, 1 изнаночная. Следующие два ряда, 5 и 6, мы вяжем точно так же, как вязали сейчас 3 и 4. 5 лицевой ряд. Лицевая, 3 изнаночных. Первую петлю оставляем перед работой. Делаем накид, 4 лицевых. Петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. Вяжем ее слабо. Вот видите, я провязала, и она у меня получилась перекрученной. Это мое упущение. Вот так вот надо, чтобы петли ровно лежали. Далее будет 3 изнаночных. Снова первую петлю снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой, делаем накид, вяжем 4 лицевых и петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. Шестой изнаночный ряд вяжем точно так же, как второй и четвертый. У нас получаются петли по рисунку. Вот 4 изнаночных, снимаем петлю, не провязывая, сбрасываем накид. Рабочая нить перед работой. Далее 3 лицевых, 4 изнаночных, снимаем петлю, не провязывая, сбрасываем накид. 3 лицевых и 1 изнаночная. Седьмой лицевой ряд. 1 лицевая, 3 изнаночных. Далее первую петлю оставляем на дополнительной спице перед работой, либо вот так меняем просто петли местами и провязываем 4 лицевых, петлю, оставленную перед работой, вяжем тоже лицевой петлей. Здесь у нас мы не делаем накид, вот в этом перекрещивании в седьмом ряду. Далее будет 3 изнаночных. И снова первую петлю мы оставляем перед работой, провязываем 4 лицевых, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. Прикольно получается, да? Мне нравится.
8 изнаночный ряд. Петли здесь вяжем не по рисунку. 1 изнаночная, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых и 5 изнаночных. Провязали 8 рядов, половину раппорта в высоту. И сейчас во второй половине мы будем точно так же вязать узор со снятыми петлями, только наклон будет в правую сторону, и у нас будут эти вот элементы в шахматном порядке вязаться. 9 лицевой ряд. 4 лицевых. Делаем накид и еще 1 лицевая. 3 изнаночных. 4 лицевых. Делаем накид и еще 1 лицевая. Далее будет 3 изнаночных и 1 лицевая. 10 изнаночный ряд. Петли провязываем по рисунку. 1 изнаночная, 3 лицевых. Петлю перед накидом снимаем, не провязывая. Накид сбрасываем, рабочая нить перед работой. Далее будет 4 изнаночных, 3 лицевых. Снимаем следующую петлю, не провязывая, сбрасываем накид. 3 и 4 изнаночных до конца ряда. 11 лицевой ряд. Сразу после кромочной 4 петли оставляем на дополнительной спице за работой. Вот это я закрутила. Следующую длинную петлю провязываем лицевой петлей. Провязываем слабо. И петли с дополнительной спицы мы провязываем так: 3 лицевых, делаем накид и 1 лицевая. Далее будет 3 изнаночных. Снова 4 петельки мы оставляем за работой. Провязываем лицевую петлю. Смотрим, чтобы не перекрученная была петля. И петли с дополнительной спицы провязываем 3 лицевых, делаем накид и 1 лицевая. Далее будет 3 изнаночных и 1 лицевая. Вот, наклон в правую сторону. 10 изнаночный ряд. 1 изнаночная, 3 лицевых. Снимаем петлю, не провязывая, сбрасываем накид, вытягиваем петлю. Рабочая нить перед работой. 4 изнаночных, 3 лицевых. Снова снимаем петлю, не провязывая, сбрасываем накид. И 4 изнаночных будет у нас в конце ряда, до конца ряда. Сейчас 13-14 ряд будем провязывать точно так же, как вязали 11 и 12. Сразу после кромочной, я вот без дополнительной спицы, 4 петли оставляем за работой, можно дополнительные спицы, провязываем длинную петлю лицевой петлей и петли, оставленные за работой, вяжем 3 лицевых,
накид и еще 1 лицевая. Затем 3 изнаночных и снова оставляем 4 петли за работой. Мне вот так удобнее вязать, особенно когда вяжешь не туго. Провязываем длинную петлю лицевой и петли, оставленные за работой, вяжем 3 лицевые, делаем накид и еще 1 лицевая. Затем будет 3 изнаночных и 1 лицевая. 14 изнаночный ряд вяжем точно так же, как вязали 10 и 12. 1 изнаночная, 3 лицевых, снимаем петлю не провязывая, сбрасываем накид. Затем 4 изнаночных, 3 лицевых, снова сбрасываем петлю, снимаем не провязывая, сбрасываем накид. И 4 изнаночных у нас будет до конца ряда. 15 ряд. Сразу после кромочной оставляем 4 петли на дополнительной спице за работой. Провязываем длинную петлю лицевой петлей и петли с дополнительной спицы 4 лицевых провязываем. Здесь мы накидов не делаем. Далее будет 3 изнаночных. И снова точно так же мы 5 петель перекрещиваем. Оставляем 4 за работой. Провязываем длинную петлю лицевой петлей. И петли, оставленные за работой, мы провязываем лицевыми. Затем будет 3 изнаночных и 1 лицевая. 16 изнаночный ряд, последний ряд раппорта. Петли вяжем не по рисунку. 5 изнаночных, 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых и 1 изнаночная. Мы провязали 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. Посмотрите, какой, правда, интересный узор. Согласитесь, что он очень необычный и что он очень привлекает внимание. Ставьте лайк, если вы со мной согласны. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Приглашайте к нам своих друзей. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки на наши соцсети вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!